заводим. И до тех пор, пока она крутится, будет литься вода. В цитадель, в крепость, которая держала оборону. Мы прошли фейс-контроль. Жесткий отбор. Не каждого туриста еще готовы запустить в данную крепость. Сейчас мы заберемся на стену и посмотрим, что нас там ожидает. Всем привет! Вот настал очередной день нашего пребывания во Франции. Сегодня мы решили посетить центр города Сан-Тропе. Погода сегодня не для пляжного отдыха, небольшие облачка, относительно прохладный ветерочек. Но зато погода милая для того, чтобы погулять по старому городу, зайти в какие-нибудь магазинчики, возможно, даже в ресторанчики и в кафешечки. Центр Сан-Тропе. Вот как он выглядит на самом деле. Порт Сан-Тропе. Обратите внимание, отель с одноименным названием столицы Франции. Отель Париж. А на другой стороне находится отель Шанель. Реставрация здания 18 века, которая достояла до наших дней. И сразу за ним открывается вид на порт. Обратите внимание, какое стильное кафе. Сделано все под старину. Просто неописуемая красота. Все улочки очень узкие. Еще остались с тех времен, со времен Д'Артаньяна и трех мушкетеров. Да, город тусовок, город богатства, но отдать должное, что во времена пандемии, в то время, когда мы сейчас приехали, еще не все открыто, не все работает, народу здесь не так много, соответственно, намного проще и с парковками, и вообще с передвижением по этому городу. Портовая улица выглядит как старый Арбат в Москве, где куча творческих людей продают и показывают, кто на что они способны.
Посмотрите, какая красота. В мире, конечно, много талантливых людей, но, к сожалению, не все они становятся знаменитыми и известными. Обратите внимание на эту красоту. Сейчас направляемся в старую часть города для того, чтобы посетить бутики известных марок, такие как Луи Виттон, Диор, Шанель и многие другие. Пойдемте дальше. Старые улочки старой Франции. Обратите внимание на эту прелесть. Что можно сказать? Старая Франция так же прекрасна, как и в книжках, как и в романах, как и в фильмах. Точно так же, как нам ее показывают и как они рассказывают писатели, кинорежиссеры, историки. А мы с вами заходим на долгожданную улицу с множеством бутиков, магазинчиков, кафешек и ресторанов. Франция поражает своей красотой, чистотой, аккуратностью, ну и, соответственно, очень красивый французский язык. Торговый дом Диор. В Дольче Габбана я иду такая вся, на сердце рана. Старая портовая башня, которая во времена Наполеона Бонапарта защищала данный порт от нашествия неприятеля. Сохранилась до наших дней в очень хорошем состоянии. Ресторан на крыше старого здания. Наверное, даже это не здание, а часть, то, что от него осталось. Очень оригинально, очень романтично. И, наверное, там очень вкусно. Музей изобразительного искусства. Повторюсь, любителям французского языка можно нажать паузу, прочитать и перевести то, о чем здесь говорится. Простите нас за наш французский. Мы его изучали в виноводочном отделе и очень хорошо знаем Бордо, Мерло, Шато. Сегодня мы еще изучали несколько слов в хлебобулочном отделе. Круассан, багет, эклер и, конечно, известный на весь мир слово ресторан. Обратите внимание, это верный пес кардинала Ришелье. Все, наверное, помнят произведение Д'Артаньяна «Три мушкетера». Вот эта собачка именно оттуда. Жарко, бедняжки, на солнышке.
Старые улочки, старые домики, старые дворики. Возможно, свое детство где-то здесь проводил Наполеон Бонапарт.